Я хочу рассказать вам историю, которая произошла со мной совсем недавно, но до сих пор не выходит у меня из головы. Это история о собаке. Точнее, о том, как одна собака заставила меня пересмотреть свое отношение ко всем другим. Скажу сразу, я люблю животных. Кошек, птиц, даже хомяков. Но вот с собаками у меня отношения никогда не складывались. Я не боялся их, просто старался держаться от них подальше. Возможно, на это повлиял случай из детства, когда меня цапнула соседская овчарка. С тех пор, увидев крупную собаку, я инстинктивно переходил на другую сторону дороги. Не скажу, что ненавидел их. Скорее, просто не доверял. Но все изменилось. Этим сентябрем. Я приехал на дачу. Обычная поездка в конце сезона. Времени было немного, и я планировал собрать оставшийся урожай, закрыть все окна, провести ревизию сарая и вернуться домой. Погода стояла хорошая, теплая, сухая, с золотистыми оттенками осени. Все шло по плану, пока вдруг в мой двор не забежала собака. Сначала я даже не понял, откуда она взялась. Просто поднял голову, и передо мной стоит питбуль. Крепкий, рыжевато-бурый, с настороженными ушами и очень умными глазами. У меня в животе все сжалось. Я не знал, что делать. Он не рычал, не шипел, но вел себя как-то странно, возбужденно, даже тревожно. Я подумал, что, возможно, он потерялся или просто пришел на запах еды. Собаки, как известно, любят побродить по чужим участкам. Я сделал вид, что не обращаю на него внимания, и продолжил перебирать мешки с картошкой. Но собака явно не собиралась уходить. Он подошел ко мне вплотную, осторожно коснулся лапой моей ноги и тут же отступил назад. Потом снова подошел, снова тронул меня лапой и снова сделал пару шагов в сторону. Так продолжалось несколько раз. И только потом я понял, он зовет меня за собой. Я не сразу решился идти. Подумал, а вдруг капкан? Или он просто уводит меня, чтобы сородичи спокойно обчистили сарай? Но что-то в его взгляде подсказывало, что дело серьезное. В этих глазах не было агрессии, не было даже страха. Только отчаяние и надежда. Я вытер руки и пошел за ним. Собака двигалась быстро, постоянно оглядываясь, чтобы убедиться, что я иду за ним. Иногда он пробегал вперед на десяток метров, потом останавливался и ждал. Мы шли не по дороге, скорее по тропинке, петлявшей между соседскими участками, через заросли, мимо полуразрушенных заборов. И, наконец, спустя минут 10 мы оказались у старого заброшенного дома. Я помнил это место. Когда-то здесь жила семья с 3 детьми, но лет 15 назад они уехали в город. Дом постепенно разрушался. Двери и окна были заколочены, участок порос бурьяном, яблони дичали и крошились под собственным весом. Казалось, что тут давно никто не бывал. Собака легко перепрыгнула через полуразвалившийся деревянный забор и села прямо на траву, глядя на меня. Ждала. Я постоял немного, потом все же открыл скрипучую калитку и вошел. Тревожно было, не скрою. В голове крутились мысли. А вдруг он ведет меня к трупу? Или кто-то прячется в доме? Или, быть может, собака больна? Но через минуту он уже убежал за дом и начал громко лаять. Я поспешил за ним. За домом был небольшой навес, под которым лежали доски, старые шины и всякий хлам. В одном из углов я увидел большой ящик, сколоченный из необработанных досок. Собака не отходила от него, рычала и поскуливала. Я подошел ближе и увидел, как между щелями что-то шевелится. Я опустился на колени и заглянул внутрь. Там на старых тряпках лежали маленькие щенки. 3 или 4. Они были совсем крошечные, едва открывшие глаза, и, судя по всему, очень голодные. Один из них даже пищал, безуспешно пытаясь выбраться из ящика. Я замер. Сердце колотилось.
Так вот зачем он меня сюда привел? Я отбросил сомнения, встал и стал разбирать доски. Долго не церемонился, просто сорвал гвозди монтировкой, благо она была у меня с собой. И как только я освободил проход, мать сразу бросилась внутрь и начала кормить малышей. Я смотрел на эту сцену, и у меня защемило в груди. Сколько же в ней было любви, заботы. Она нашла их, привела ко мне. Доверилась мне, совершенно чужому человеку. А я ведь боялся ее. Когда щенки насытились, я аккуратно переложил их в ящик, укрепил дно и поднял на руки. Питбуль шел рядом, ни на шаг не отступая. Было видно, она беспокоится, следит, чтобы с детьми все было в порядке. Мы дошли до моего соседа, человека, которому и принадлежала эта собака. Он удивился, когда открыл дверь. А потом еще сильнее, когда увидел у меня в руках ящик с щенками. «Лара!» — только и сказал он. «Где ты их нашла?» Оказалось, у Лары действительно были щенки. Родились они в сарае чуть больше месяца назад. Хозяева решили, что все под контролем. Собака сама за ними присматривает. В дом их не переносили. Думали, в сарае им тепло и спокойно. А пару дней назад щенки пропали вместе с Ларой. Сначала подумали, что кто-то открыл калитку, и она увела их. Но никто ничего не видел. А на деле все оказалось куда хуже. Кто-то узнал, что у питбуля породистые щенки, и решил их украсть. Похитители сделали ящик, утащили малышей и спрятали их на заброшенном участке. Наверное, планировали забрать позже, когда подрастут, чтобы продать. А Лара пошла их искать. Нашла по запаху, по памяти. И когда не смогла сама освободить, пришла за мной. Сосед был потрясен. Тут же забрал щенков в дом, обустроил для них уголок. Сказал, что больше ни за что не оставит их одних. Лару он тоже похвалил и накормил. На следующий день полиция поймала тех самых людей, что украли щенков. Они снова пришли на участок, думая, что малыши еще там. А вместо них наряд и недовольный сосед. Так что справедливость восторжествовала. С тех пор я по-другому смотрю на собак. Особенно на уличных. В них больше преданности, чем во многих людях. Больше смелости, больше любви. Лара изменила мое отношение. Не потому, что спасла кого-то, а потому, что она доверилась. Потому что показала, собаки не просто животные. Это настоящие члены семьи, способные чувствовать, понимать, принимать решения и любить даже тех, кто раньше сторонился их. Сейчас, когда я вижу собаку, особенно питбуля, я не отворачиваюсь, я улыбаюсь, потому что вспоминаю Лару. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. У меня есть еще много историй, которыми я хотел бы с вами поделиться. Спасибо, что прочитали. До встречи.